In the name. Roller, open Lord, the gates of hell, and come from your blessed abyss. Орда. Раса орков на протяжении всей истории своего существования постоянно была втянута в разного рода конфликты. Первые летописи повествуют о жизни кочевых племен орков, их противостоянии друг другу и первых стычках с эльфами и гномами, а также о злом духе, который изгнал орков из их родных земель, погасил вторую луну и перемешал звезды на небе. Но все это сказки шаманов для молодняка. Для орков честь и доблесть в бою – это главное в жизни, и хотя они довольно вспыльчивы, их сдерживает мудрость вождей и шаманов, а за отказ подчиниться бунтарей изгоняют из племени. Объединившись для борьбы с другими расами, воинствующие племена орков основали Орду и обосновались вблизи горы Пламенных Истоков, древнего места паломничества всех орков, за которое в былые времена велись ожесточенные войны между кланами. Оставив кочевой образ жизни, орки основали город в этих суровых и негостеприимных землях, и даже спустя много лет столица Орды больше напоминает военный лагерь. Прекратив вражду, они могли увеличить свою численность, а жесткие тренировки, суровый климат и опасные твари, населяющие окрестности столицы, не дают новым поколениям орков вырасти слабыми и изнеженными оседлой жизнью. Особенностью расы является низкая мобильность и магическая защита, которые орки компенсируют огромной силой и живучестью. Предчувствуя скорую гибель, они могут значительно увеличить свою физическую защиту, а их внушительная стойкость позволяет им успешно сопротивляться оглушению и параличу. Их маги не обладают массовыми разрушительными заклинаниями, но могут наносить серьезный урон по выбранной цели, а их живучесть и большое количество умений контроля дают возможность воинам успешно навязывать ближний бой противникам. А теперь, уважаемые игроки, перейдем к рассмотрению профессии Орды. Громила. Воины Орды, чья стойкость не уступает граниту, именуют себя громилами. Облачившись в тяжелые доспехи и вооружившись топором и щитом, они первые вступают в битву и сдерживают натиск врагов, провоцируя атаковать себя, сковывая передвижение и оглушая ближайших противников. Все орки славятся своей живучестью, но именно громилы преуспели в этом больше всего. Их мастерство защиты позволяет выдерживать даже самые разрушительные атаки противников, а особые тренировки позволяют концентрироваться на своей жизненной энергии, увеличивая эффективность лечения и позволяя быстро восстанавливать свое здоровье при необходимости, а получая исцеление, увеличивать свои атакующие и защитные способности. Жажда крови этих воинов позволяет впадать в боевое безумие, превращая их ненадолго в свирепых орков, увеличивая атаку, защиту и скорость передвижения, а также придавая умениям особую эффективность. И чем больше будет врагов вокруг, тем свирепее станет громила. Шаман. Боевые маги Орды, повелевающие стихией огня и земли, шаманы считаются сильнейшими магами орков. Они обладают способностью контролировать души противников, лишая их возможности управлять своими телами, а поглощенные при убийстве врага души будут усиливать заклинания шаманов. Сжигая пламенем, раскалывая землю и обрушивая на врагов целые глыбы, шаманы наносят не только колоссальный урон, но и замедляют передвижение, отравляют и оглушают противников, а совершая ритуальный танец предков, получают дополнительные магические силы. Обладая низкой физической защитой, шаманы избегают ближнего боя и стараются контролировать передвижение врагов, не подпуская их к себе, а в крайних случаях могут создавать туннель в земле, становясь неуязвимыми для атак противника и перемещаясь таким образом на небольшое расстояние. Не обладая разрушительными массовыми заклинаниями, шаманы остаются очень опасными противниками за счет возможностей контроля и дополнительных фиксированных повреждений. Монах.
Длительные медитации и аскетический образ жизни позволяют некоторым оркам подчинить древнего зверя внутри себя. Высвобождая энергию своего духа, они калечат и проклинают противников, при этом увеличивая свою защиту, и могут мгновенно восстановить свои жизненные силы за счет небольшого количества маны. Превращаясь в зверя, монах полностью меняет стиль ведения боя. Его защита и скорость передвижения будут значительно увеличены, а способности получат совершенно новые эффекты, сильно уменьшая дальность применения и добавляя эффекты контроля и дополнительные фиксированные повреждения. Монахи не нуждаются во сне, а попытки противников усыпить зверя вызывают у него ярость, увеличивая его магическую атаку. Множество опасных заклинаний, контроля, невероятная защита и возможность получить неуязвимость на короткое время делают монаха опаснейшим противником. Но не стоит забывать, что, оказавшись среди врагов без возможности превратиться в зверя, монах дорого заплатит за свое безрассудство. Росомаха. Знания повадок диких зверей позволяют росомахе использовать их особые приемы и сильные стороны в бою, получая значительные прибавки к силе, защите и скорости, или даже полную неуязвимость на короткий промежуток времени. Природная регенерация позволяет росомахам исцелять даже самые страшные раны, а используя жизненные силы убитого противника, он может восстановить здоровье и еще больше увеличить свою регенерацию. Печать Орды будет сжигать окружающих противников, а, использовав союз сил, росомаха наносит урон вокруг себя и одновременно получает приток сил, позволяющий сокрушить любого врага. Легкая броня хоть и не дает достаточной защиты, но позволяет перемещаться с высокой скоростью, а слабые возможности контроля противника компенсируются высоким уроном росомахи. Деспот. Орки, обладающие невероятной силой и имеющие особую связь с землей, могут избрать путь деспотов. Предпочитающие тяжелую броню и двуручные молоты, они врываются в битву и создают разломы в земле, нанося огромный массовый урон и запрещая противникам использовать умения и магию. А пыльные бури будут замедлять противников, снижая их силу и скорость атаки. На короткий промежуток времени деспот может получить силу земли, увеличивая силу и скорость атаки. Скрытые силы продлят этот эффект, восстановят значительную часть боевого духа и позволяют использовать умения без задержки. Сдерживая атаки противников, он может издать вопль, распугивая ближайших противников и нанося им фиксированные повреждения. Обладая хорошей защитой и живучестью, деспоты не могут похвастаться своей скоростью бега, но при необходимости могут совершить прыжок к противнику, а скрытые силы позволяют повторить это не один раз. Мясник. Острый тесак и сокрушительная мощь в сочетании с высокой мобильностью сделали мясника одним из самых опасных воинов Орды. Множество хитрых уловок позволяют этому воину контролировать противника, восстанавливать жизненные силы прямо во время боя и даже избавляться от вражеского контроля. Умение разделывать туши дает возможность увеличить атаку и критические повреждения, оглушать и наносить кровоточащие раны. Внезапный прыжок застанет врасплох даже самого внимательного врага, при этом нанося ему фиксированные повреждения и моментально восстанавливая мяснику часть жизненных сил. Звериное чутье позволяет вскрывать даже сложнейшие замки, а убивая противников на поле боя, они могут не только обчистить их карманы, но и получить неуязвимость на несколько секунд. Превосходно справляясь с вражескими лучниками и магами, мяснику сложно сражаться с тяжелыми воинами без поддержки союзников, но его способности позволяют эффективно сдерживать врага до подхода союзников. Тиран. Лучники Орды полностью полагаются на прирожденную силу и изнурительные тренировки и готовы дать отпор врагам даже в ближнем бою. Сила тирании позволяет увеличивать атаку и меткость, при этом пожертвовав скоростью бега.
а в случае необходимости усилить защиту и скорость бега в обмен на силу атаки. Обученные вкладывать всю свою силу в выстрел, тираны проводят сокрушительные атаки. Их массивные стрелы могут оглушать и отбрасывать врагов. Рюкзак тиранов позволяет переносить больше припасов, но чем меньше нагружен лучник, тем выше его скорость передвижения. Лучники Орды не стараются развивать дальность и скорость стрельбы, стараясь поразить врага мощнейшими выстрелами, а теряя жизненные силы, их атаки будут становиться все более и более смертоносными, и перед смертью тиран может получить неуязвимость на короткий промежуток времени. Целитель. Несмотря на свойственную всем оркам воинственность, среди них встречаются те, кто в первую очередь задумывается не о совершенствовании боевых умений, а о тренировках навыков врачевания. Целители владеют особыми мантрами, которые могут восстанавливать жизненные силы, очищать от проклятий и даровать полную защиту от повреждений союзнику на несколько секунд. Будучи воспитанными в традициях Орды, целители владеют не только магическими посохами, но также топорами и боевыми молотами и могут защитить себя в ближнем бою, используя мантры для нанесения урона и контроля, запрещая использовать физические умения, уменьшая скорость бега, физическую защиту и эффективность лечения, оглушая и вселяя страх в противников. Воины Орды, чувствуя поддержку целителей, становятся поистине несокрушимыми. Знахарь. Все расы в той или иной степени освоили алхимию, но именно ордынские знахари первыми начали использовать полезные свойства растений в военном ремесле. Собирая редкие травы и грибы, они усиливают свои способности, а приготовленные зелья могут в дальнейшем восстанавливать жизненные силы и боевой дух, увеличивать защиту и устранять проклятия. А смешивая зелья, знахари могут получить дополнительные эффекты, и каждое смешанное зелье будет восстанавливать здоровье или боевой дух ближайшим союзникам. Используя особые зелья и магию Земли, они могут наносить урон противникам, запрещать использовать умения или магию и даже на несколько секунд превратить выбранного врага в безобидного зверя. А умение воскрешать павших союзников на поле боя делает знахарей незаменимыми в любом отряде. Кузнец. Орки, почитающие не только силу и выносливость, но и ремесло, гордо именуют себя кузнецами. Создавая оружие и броню для своих воинов, они не забывают и о битвах. Прекрасные бойцы в тяжелой броне с молотом и щитом, они сражаются на передовой, контролируя передвижение противников и принимая самые страшные удары на себя. Нанося кровоточащие раны, оглушая и притягивая цепями врагов, кузнец с каждым ударом противника может увеличить свою регенерацию жизненных сил, боевого духа и защиту. Он также может установить тотем на поле боя, который будет атаковать противников и оглушать их. А особый ритуальный танец вокруг тотема призовет огромного ящера, оседлав которого кузнец получает значительную прибавку жизненных сил и начинает воодушевлять союзников, увеличивая их защиту, скорость передвижения и восстанавливая боевой дух. Когда жизненные силы кузнеца на исходе, он может использовать щит, который снимает с него все отрицательные эффекты и позволяет успешно блокировать повреждения и проклятия. Всадник. Среди орков есть храбрецы, которые добывают на таинственном острове яйца драконов. Племя орков-всадников особым образом выращивает себе боевых соратников, готовя их для охоты и сражений. Особая дрессировка делает из молодых страйдеров настоящих ездовых драконов, и как только молодой ящер вырастет, мастер может оседлать его и показать всю их совместную ярость. Всадник, вооруженный двумя топорами, может выбирать, во что облачить себя и своего дракона, выбирая между мобильностью и скоростью атаки в легкой броне и защитой, атакой и меткостью в тяжелой. Выбор брони также влияет на эффективность умений, позволяя получать преимущества в разных ситуациях.
Чувствуя приближение смерти, наездник может сильно увеличить свою защиту и оградиться от проклятий. Страйдер же издает рык, который испугает ближайших врагов. Стремительные рывки, мощные разломы и рассекающие удары делают всадника на драконе очень опасным противником. Друид. Не только всадники могут использовать боевых питомцев. Некоторые орки научились приручать диких животных и сражаться как единое целое. Таких орков стали называть друидами. Избрав легкую броню, не сковывающую движения, и кастеты, напоминающие острые когти хищников, они врываются в бой, натравливая голодную тварь на своих врагов. Мастерство призывателя позволяет вызывать отвратительного гомункула, который притягивает к себе ближайших врагов, позволяя друиду наносить кровоточащие раны своими умениями. Они также могут устанавливать осадную катапульту, которая запускает в противников земляные глыбы и наносит серьезные повреждения вражеским укреплениям. При необходимости друид может призвать союзника из любой точки мира для помощи в бою или тактических маневров. Палач. Орки чаще всего используют топор или молот как основное оружие, но есть и те, кто выбрал путь клинка. Палачи сеют на поле боя смерть, а в сердцах неприятелей – ужас. Орудуя двуручным мечом, они буквально рассекают противников, прорезая себе путь сквозь вражеские ряды, которых не спасут щиты, крепкие доспехи или жалкие уловки, недостойные истинных воинов, а совершая рывок, они могут быстро настигнуть свою цель и сокрушить ее. Выбрав свою жертву, палач впадает в боевое неистовство, увеличивая свою скорость атаки, передвижения и становясь полностью неудержимым. Звериная сила делает палачей сильнейшими воинами Орды, а используя различные боевые тотемы, они могут еще больше увеличить свою мощь, получить несокрушимую защиту на 3 следующих атаки или восстановить свой боевой дух. Разрушитель. Война — это в первую очередь разрушение и смерть. Элитные воины Орды, разрушители, для которых убийство и разрушение стало единственным смыслом жизни, сражаются на передовой и наносят сокрушительный массовый урон. Усердные тренировки увеличили жизненные силы, регенерацию и защиту разрушителей и позволяют проводить атаки копьем сразу по нескольким целям, восстанавливая себе здоровье и нанося фиксированные повреждения противникам каждые несколько ударов. А вспышки ярости способны значительно увеличить атакующие способности, позволяя наносить кровоточащие раны врагам. При необходимости или ради забавы разрушитель может толкнуть союзника вперед, делая его неуязвимым на время полета и оглушая противников на месте приземления, а в убегающего врага кинуть глыбу, нанося урон и замедляя его передвижение. Обладая неплохой живучестью, они все же не могут сдерживать натиск врага достаточно долго, но в частых стычках на континенте их мобильность, массовый контроль и урон прекрасно служат Орде. Большинство врагов видят в орках свирепых и жестоких противников, обладающих природной силой и живучестью. Но для своих союзников они бесстрашные защитники, которые первыми вступают в битву и сдерживают натиск врага. Обладая невысокой мобильностью и слабостью к магии, оркам очень важно прорвать вражескую оборону и как можно быстрее ликвидировать магов-противников, которые несут серьезную угрозу для войск Орды. Превосходно чувствуя себя в ближнем бою, орки испытывают трудности в битвах на открытом пространстве, где вражеские лучники и маги могут навязывать дистанционный бой, не позволяя закованным в тяжелую броню оркам приблизиться к себе. Но отрезав врагу пути к отступлению, Орда может сокрушить даже превосходящие по численности войска противника. Выбирайте своего идеального бойца и вступайте в вечную битву за славу!